Вы когда-нибудь испытывали дискомфорт на настольно-ролевых играх из-за других игроков или мастера? Или игра проходила нормально, но погружение ломалось? Или вы новичок в настольно-ролевых играх и не хотите допускать ошибок? Привет, Нриманы! Я Андрей из Бесконечных Историй. Давайте разберемся с типичными ошибками новичков и сделаем ваши настольно-ролевые игры лучше. О них и правда мало кто говорит. Я расположил ошибки в порядке от незначительных до непростительных. Непростительные оставил в конце. Как непростительное заклятие, да? Настольно-ролевые игры — это в первую очередь социальная игра. Одна из первых ошибок начинающих игроков — это то, когда они не слушают друг друга и перебивают. Неприятно, согласитесь. Вы все часть истории и пишете ее вместе. Поэтому слушать, что говорят и делают другие игроки, очень важно. А чтобы не перебивать друг друга, можно просто поднять руку. Нулевая сессия помогает узнать о мире, о жанре и о том, как это все видит мастер. И на этом этапе очень важно высказать все свои хотелки и фобии или нежелательные элементы, которые вы не хотели бы видеть в приключении. Например, какие-нибудь фобии. Вы боитесь пауков или не хотите участвовать в эротик ролеплее или в каком-то трэше. Кстати, насчет эротик ролеплея. Все это поможет вам грамотно включить персонажа в мир и избежать негативных моментов, которые могут вас преследовать в дальнейшем. Вы стесняшка и думаете, что будете выглядеть глупо, но задумайтесь, вы уже этим занимаетесь, потому что вы сидите в небольшой компании за одним столом, разыгрываете смешные сценки, говорите другими голосами. Это уже выглядит глупо с определенной перспективы. Так что зачем париться? Продумайте свои действия заранее во время игры, особенно в бою. Продумывайте ваш ход до вашей очереди по инициативе, чтобы не задерживать сюжетную линию. Вы же подготовились, верно? Старайтесь готовиться перед игрой. Хотя бы за 30 минут до игры откройте лист персонажа. Прочтите его. Вспомните, кто ваш персонаж, что он умеет, какими качествами обладает. Также старайтесь приходить на игры с хорошим настроением. Разгружайте себя от повседневных задач и расслабьтесь. Ведь настольно-ролевые игры для этого и созданы. Отвлечься, получить фан и побыть в шкуре отъявленного авантюриста. Хорошее настроение способствует более активной работе воображения и творческому подходу к заявкам. Это все? Поможет вам окунуться в приключения с головой, что однозначно возымеет положительный эффект на всех за столом. Особенно это заметно, когда один или несколько игроков круто отыгрывают или придумывают интересные взаимодействия. И это сильно вовлекает остальных за столом, и они стараются отыгрывать лучше. Если вы вовлеченно что-то делаете, это заряжает остальных. Вы не главный герой истории. Вы все главные герои. Старайтесь не занимать весь спотлайт. Спотлайт — это когда вы находитесь в центре внимания и лично с вами происходит сюжет. Либо старайтесь вовлекать в свой спотлайт других игроков. Особенно, когда другие стесняшки и не могут открыть свой рот. Например, спрашивая их мнение по определенному вопросу. Или попросив их сопроводить вас банально до магазина с припасами. Подключайте фантазию. А в процессе поиска того же магазина, так нужного вам, вы можете расспрашивать другого игрока о его предыстории или просто поболтать о погоде. Этими действиями вы сильно разгрузите мастера, да и за вами будет интересно наблюдать другим, так как с каждым таким взаимодействием между персонажами вы вдыхаете в них жизнь. Не опаздывайте на игру. Этим вы отнимаете время у всех за столом, так как у других игроков могут быть планы на вашего персонажа, например, особые сюжетные повороты или взаимодействия. Мастер имеет последнее слово за столом, всегда. Не стоит с ним спорить и ломать погружение другим. Попытки спорить с мастером приведут к разрушению той магической атмосферы, которую мы все любим. Определенно мастера тоже люди и могут делать что-то не так, как вам хочется. Поэтому, если вы заметили это, сообщите об этом после игры. Единственный случай, когда вы можете его поправить, это если мастер неверно истолковал вашу заявку. Вот тут да. Вы не должны описывать, что чувствует, может чувствовать или делает другой персонаж. Даже если вы взаимодействуете с кем-то, особенно агрессивно. Надеюсь, вы уточнили это на нулевой сессии. Опишите свои действия. Подождите, пока мастер разрешит вашу заявку и опишет, что произошло.
Затем выслушайте, что опишет другой игрок. Уважайте чужие границы. Если вы знаете правила лучше других за столом, не стоит душить ими и останавливать из-за этого игру. Мастер сам уточнит в книге правил или у других, если будет сомневаться. О чьих-то ошибках можно сообщить во время перерыва или после сессии, иначе рискуете разрушить приятную атмосферу за столом. Да и возможно это было не нарушение правил, а грамотный сценарный ход. Не стоит проверять нервы мастера и других игроков путем применения глупых и неприятных заявок к ним. В большинстве случаев вашу заявку прервет либо мастер, либо другие игроки, либо вам просто укажут на дверь. Помните, что за глупые, откровенно неприятные заявки вам придется платить. Если мастер по первости одобрил вашу заявку, то, например, убийство посреди города приведет к плачевным последствиям для вашего персонажа. Также это касается ПВП между персонажами в партии из-за обиды на другого игрока. Оставьте свои кровожадные желания и трэш в другом месте. Игрок, которого вы собираетесь порезать или, упаси ролевой бог, убить, тоже пришел играть, и вряд ли ему понравится заявка с резней или любыми другими насильственными действиями. Вы ведь оговорили это на нулевой сессии? Но если оговорили, то все ок. А теперь самая серьезная ошибка игроков в НРИ. Кооперируйтесь. Вы пришли играть в кооперативную игру, а если вам хочется соло-приключения, или вы стараетесь часто отделяться от группы, просто идите домой, играйте в Skyrim, Baldur's Gate, Fallout и прочее. Если вы создали персонажа недотрогу или молчуна, ищите способы договориться внутри партии, например, посредством ролеплея жестами, знаками и прочим, постепенно раскрывая или еще лучше меняя персонажа. Пишите историю вашего героя. А если он злой, а вся остальная группа добрая, вы должны были сообщить об этом заранее мастеру и игрокам. И если они это одобрили, несмотря на ваш алайнмент, старайтесь найти точки соприкосновения с партией. В целом, это сделает мастер посредством сюжета, например, найдя для вас общую цель. Но и ваша задача идти ему навстречу и помогать в этом своими действиями и отыгрышем. Вы можете быть сколько угодно злым, но, возвращаясь к предыдущей ошибке, вы должны понимать, что нельзя просто так убивать жителей в городах, и группа из-за вас попадет в тюрьму или на казнь, или это сделает только с вами. Делайте свои темные дела в более глобальном ключе, например, плетя интриги и находя выгоду в тех местах, где ваши добрые соратники ее не видят. Учтите, что партия нужна вам, потому что согласилась играть с вами. Теперь вы знаете основные ошибки игроков. Большая часть из них решается простым разговором до игры. Но помните, что за столом главное – это получение эмоций. Пишите в комментариях, какие ошибки встречались вам, ну и на какую тему вы бы хотели следующее видео. А я пошел играть.